Всем привет! Посмотрите только, какой сегодня раритет мне попался на барахолке. Вот в очередной раз я пошла прогуляться и купила вот такую вот миниатюру аромата Far Away от компании Avon. Ну, я уже как бы видела, что есть такой аромат в продаже у продавца, у которого много разных таких винтажной парфюмерии много. И там как бы я видела, что лежала эта коробочка наряду с другими ароматами. И от Avon там еще есть два таких тоже у нее стареньких парфюма. И я решила, думаю, если они такие вот винтажные, вроде как старого производства, да, сделано в Великобритании, написано, думаю, почему бы не купить какой-то на пробу. Так как, ну, как я знаю по отзывам, что все-таки ароматы, сделанные вот в те годы, да, когда только вот начиналась эта компания, ну, вернее, конечно, никогда начиналась она вообще очень давно, но когда она вот у нас только появилась, вот еще в 90-е годы, 2000-е, что вроде как тогда ароматы были у них более качественные, ну, или какие-то более интересные, скажем. Ну, мне так вот всегда кажется, что вот раньше было лучше, а сейчас вот что-то не то. Сейчас такое все попсовое, простенькое, а тогда вот было вау, прям было такое все французское. Ну, в общем, и я почему-то, думала, что мне больше как-то Rare Gold понравится. Вот там еще был Rare Gold, и я смотрела на него отзывы, и там, ну, больше, как бы, оценка у него выше на фрагрантике, и отзывы лучше. Думаю, возьму этот Rare Gold, попробую, так как о нем есть очень такие хорошие отзывы. Но, однако же, тоже он считается немного по звучанию ретро. Вот. И я как бы его нюхала уже, этот Rare Gold, и, ну, что-то меня, ну, он мне понравился, да, такой он цветочный, приятный, но что-то меня остановило. Ну, как-то думаю, ну, все-таки немного в нем есть ретро-ноты. И у меня уже как бы есть подобные ароматы, да, ну, такого вот цветочного плана, вот сделанные в те годы, такой огромный букет цветов, вот это все, немного такая ретро-нотка в звучании. Это вроде бы у меня уже подобное есть. И я подумала, ну, нужно еще вот Far Away попробовать, ну, понюхать с крышки хотя бы. Еще там был Старинг. Ну, Старинг, я что-то посмотрела на фрагрантике, как-то отзывы о нем не очень, ну, вроде как такой какой-то попроще. Или он такой более как свежачок идет, а я такие как бы не сильно. Ну, в данное время не очень я так по свежакам, поэтому как-то Старинг не так популярен. Ну, не так на него много отзывов. Ну, а на эти два, конечно, куча отзывов, но как бы мнения разделились. Кому-то этот Far Away это какая-то вонючка, это что-то такое ужасно душащее, кричащее, прям ужас-ужас. Ну, а кому-то, в принципе, нравится. Да, кто-то в восторге от него и до сих пор пользуется, а кто-то вот прям вообще его не признает. Да, вот такая вот предыстория. Я решила сегодня, думаю, понюхаю еще Far Away, и тогда уже приму решение, какой мне из них, ну, по крайней мере, в первую очередь купить, потому что, возможно, я, конечно, и еще что-то и куплю из Эйвона, потому что цена более приятная, чем на люкс, конечно. Там есть у этой женщины и люксовые ароматы. Но там, конечно, цена в 2-3 раза повыше будет, вот даже на миниатюры. Вот, поэтому, ну, как бы для меня, вот, правда, вот эти вот ароматы как-то они приближены к люксу. Что вот и в Роше, что Oriflame, вот эти, которые произведены или выпущены были вот в то время, которым очень много лет уже, вот как в моей голове, да, это звучит, что это что-то близкое к люксу. Не знаю, может, я, конечно, что-то не то себе придумала, но, вот, не знаю, для меня так вот звучит. Такая мотивация у меня, да, вроде как это что-то близкое к люксу, и купить его чуть дешевле это. Так, ну вот смотрите, какая тут кисточка. Тут прям вот сохранился, да, облик этого флакончика. Кисточка сохранилась. Смотрите, что тут на коробочке. Far Away Eau de Parfum, да, и внизу туалетная вода написано. Ну, тут, конечно, какая-то ошибка. Но я так уже думаю, ладно, не буду к этому придираться, потому что, ну, скорее всего, наверное, это было тогда, когда этот Avon только в России появился, и, наверное, когда делали перевод вот этих всех названий, да, надписей. Ну, видимо, как-то не придали они значения, что есть парфюмированная, есть туалетная вода, что между ними какая-то разница, да. Скорее всего, это как вот раньше у нас были там, ну,
было или духи, или туалетная вода. Может быть, как-то парфюмированная. Была не на слуху было это все разделение. И, может быть, тот переводчик как-то решил, что это все одно и то же. И что вот это слово «оде» — это все-таки вода. И, наверное, как-то он решил, что раз не духи, то туалетная вода. Да? Вот на второй стороне у нас тут, значит, воспламеняется. Что тут еще? Сделано в Великобритании. Вот это меня, конечно, надпись привлекла. Думаю, ну неужели сделано в Великобритании, значит, надо брать. Это же все-таки там не в России, даже не в Польше, как последние годы. Минимальный срок 3 года. Ну, понятно, что тут уже давным-давно не 3. Avon Beauty Products Company. Москва, Уланский переулок, 4. Так, ну понятно. Теперь, значит, что еще? Ага, дата изготовления. Смотрите на основании картонной упаковки. Я думала, что тут какой-то бач-код должен быть, да? Стала искать, тут какие-то циферки, думаю, ну, наверное, бач-код. Потом же думаю, ага, дата изготовления должна быть здесь. Что тут я вижу? Как бы так навести резкость? Будет ли это что-то видно? Тут, в общем, написано... Ага, вот так видно. 31.03.99. Вот представляете, это в 99 году сделан этот флакончик. Это сколько ему уже? Сейчас у нас 2023, значит, ему 24 года уже вот этому прелестному бутылечку. 24 года. Это просто, ну, меня поразило, конечно. Ну, я ожидала, что это какой-то винтаж, но не думала, что прям так много. Думала, может, лет 15. 24 это мне, конечно, побольше, но тем не менее. 99 год, это мне было 17 лет тогда. Это как раз, вот действительно, это как раз только появился Avon. Вот я вспоминаю, сейчас я училась в техникуме, когда появились вот эти первые каталоги, в которых мы, или каталоги, как правильно, каталоги, наверное, в которых мы выбирали там что-то. И по моим воспоминаниям, да, вот Far Away, считался он таким тяжелым ароматом, очень сладким, таким более женским, да. Ну, а мы молодые девчонки были, да, тогда. И нам казалось, что ну, это что-то не для нас, это можно там маме на подарок купить, или чтобы мама сама себе купила. У нас денег особо не было, только стипендия копеечная была, помню, в техникуме. У тех, кто хорошо учится, даже не у всех. Поэтому вот этот Far Away считался такой прям тяжеляк. Ну, а что сейчас? Вот я сейчас, даже это, как можно сказать, первое впечатление на рынке понюхала. Меня больше на рынке, вот надо сказать, да, я думала, что Rea Gold куплю, потому что на него отзывы лучше. Какие-то известные блогеры о нем говорят в положительном ключе. Я думала, его куплю. Потом перетестила, вот понюхала этот. И мне этот показался намного интереснее как-то. Вот он меня прям зацепил. Я думаю, какой интересный аромат. Вот его действительно будет интересно ну, как-то потестировать, распробовать, да, разложить на ноты. Я, конечно, это не умею делать, если честно, на ноты вообще. Я вот не понимаю, я нюхаю, я просто могу больше всего сказать, там нравится, не нравится. Ну и там попытаться могу, конечно. Некоторые ноты я уже улавливаю, но далеко не все, как вот другие девчонки, я смотрю. Но тут просто, да, вот он зацепил меня и показался интересным. Сейчас я открою, наверное, бутылочку. Ну, хотя и так даже слышно, так как сегодня я уже ее открывала, но еще там на рынке. Дома еще не открывала, поставила, чтобы он чуть-чуть у меня остудился. Жара сегодня на улице сумасшедшая, а потом еще и ветер поднялся. Понимаете, даже продавцы уже начали собираться. Хотя я сегодня вышла раньше на барахолку, потому что я посмотрела прогноз, и там действительно посмотрела в окно, смотрю, начинает подниматься ветер. Думаю, там рынок долго не будет сегодня находиться, поэтому думаю, пока все не разбежались, надо быстренько пойти понюхать эти ароматики. Так как я уже запланировала, что что-то я... Ну, хотя, честно, уже подумала вчера, что нет, не буду брать Avon, лучше подожду, может появится что-то из люкса интересное. Хотя там и есть интересные штучки, но не для меня, скажем. И, короче, думала уже не брать ничего из Avon, но когда пришла, уже понюхала еще раз это все, не удержалась, все-таки взяла. И не пожалела. Интересный аромат. Знаете, сейчас открою. Так, открыла.
Коробочку так поставим, чтобы было красиво видно. Красивую коробочку. Ой, ну он очень интересный. Очень. Он такой прям, он действительно восточный. По-моему, он там значится как восточный цветочный на фрагрантике. Если я не ошибаюсь, то он цветочный восточный. Но он, боже, ну он очень классный. Я не знаю, вот это первое впечатление. Вот я прям хотела вот это снять, понимаете, не так вот уже по факту, когда я там уже его распробую, уже как-то будет, ну не так это, наверное, будет эмоционально, да, но сейчас прям у меня масса эмоций. Я очень-очень рада, что я купила его. Это такой действительно, вот там есть кокос, и вот это интересная какая-то нота. Я бы, конечно, бы сама, наверное, не догадалась так сразу, что это кокос, но сейчас вот я нюхаю, вот что-то в нем есть такое интересное, и оно вот реально ни на что не похоже. Вот, по-моему, на фраге там даже нет таких известных ароматов, по-моему, там нет, на что он похож из таких вот ходовых таких, те, которых все знают. Он, скорее всего, нет у него таких вот клонов, даже вот сколько уже прошло лет, да, я не знаю, какого он года, но он тоже, по-моему, 95-й или 96-й, или 94-й даже, это чуть ли не там из первейших вот этих каталогов, которые у нас появились. Ну да, он там сразу, по-моему, был. Вот эти были там и Пурбланка, и Персив, ну, Рея Голд, Рея Перлс, помню. Это то, что я помню. Его у меня, конечно, не было, ни у мамы моей не было, и у подруг не было, потому что я уже говорила, что это считался тяжеляк, который молодым девчонкам ну, вообще никак не к лицу. Поэтому вообще никто у нас из девчонок не покупал его для себя. Но сейчас я понимаю, что уже вот в моем возрасте он уже очень кажется интересным и очень, тем более сейчас сладкие ароматы в моде, да, вот до сих пор они, по-моему, вот как вошли в моду там уже сколько лет назад, и они как-то держатся в тренде все равно, и появляются новые сладкие ароматы. И, наверное, осенью, зимой это вообще будет класс, потому что сейчас вот лето, жарко, он такой интересный. Ну что я, какие ноты я могу в нем вычленить? Ну, кокос могу, да, вот есть такое что-то. Необычное, оно добавляет ему изюминку, этот кокос. Это то, что отличает его вот от других там цветочных, сладких, гурманских. Кокос, что еще? Боже, мне уже тяжело держать телефон, просто уже устала рука. Как-то его хотя бы так облокотить, чтобы как-то отодвинуть. Вот какие в нем ноты? Что я могу сказать о его нотах? Ой, я извиняюсь, что там в кадр попадают тут всякие эти, это парта сына, и там разные у нас школьные принадлежности. Там кот игрушечный, тоже как бы не очень так он тут вписался красиво, но я извиняюсь, если кого это раздражает, может быть. Ой, ну тут, да, я уже просто захотела быстрее снять это видео, потому что хотелось вот эти первые впечатления именно запечатлеть, да. Ну это так интересно, это сладко. Я же говорю, вот все, что я могу сказать, это сладкий, свежий, кислый. Не умею я вот это все очень на ноты разбирать. Вот такой вот я всратый блогер. Кокос ощущаю и ну, вот какую-то такую ноту французских духов, да, вот даже ну, не альдегиды, наверное, но что-то как будто кислинка каких-то альдегидов мне почудилась. Что еще? Не знаю, ну какая-то тоже ретровинка тоже какая-то в нем присутствует, знаете. Хотя он вообще не ретро, как бы нету явной такой ноты, нету вот этого ощущения явного ретро. Но где-то вот глубоко вот на вдохе, вот так, когда глубоко вдыхаешь, вот если так вот где-то очень попытаться так как бы вгрызться в его пирамиду, где-то вот что-то можно такую маленькую какую-то такую нотку, которая относит вот к тем годам. Вот такой какой-то он и пудровый. Роза, я думаю, здесь роза, мне кажется, мощно тут как-то проявляется. Но она тоже так вот неявно, как бы с кокосом, оно переплетается все и так красиво.
Ой, ну это, конечно, балдеж, просто балдежный аромат. Мне сейчас время, наверное, закончится на камере, я не успею все сказать, что хочу о нем. Я, конечно, это первое впечатление, опять же, да, я еще не наносила его на руку, я, конечно, нанесу, но я хотела заснять первое впечатление, поэтому я позже, наверное, сниму о нем окончательное там мнение или уже посмотрю фрагрантику, там, с чем я согласна, с чем не согласна, а сейчас просто, конечно, я кайфую от этого аромата. И я помню его, вы знаете, я его помню, даже я не помню, я терла там странички или что, как я его даже нюхала. Может, пробники какие-то девчонки приносили. У меня подруги занимались Эйвоном, и 2 подруги точно занимались. И, может, какие-то пробники я нюхала, или из флакона, не помню, но пробники, скорее всего, мы нюхали, странички терли. Я помню, вот я его ощутила, и да, действительно, это знакомое. Представляете, вот сколько лет уже я там вообще о нем знать, забыла 150 раз о нем, и сколько я уже прошло 24 года, но реально вот знакомый аромат. Тут я нюхаю, я понимаю, что я его обоняла когда-то, что я не первый раз его слышу. Вот он запомнился с тех вот времен. Потому что мы учились в техникуме, помню, девчонки занимались несколько лет, на протяжении нескольких лет они вот эти каталоги приносили. И помню, я уже, помню, даже работала, и даже уже на работе тоже. Мы тоже это все рассматривали, пробовали. Ну да, цветы, вот роза, какие-то, может, нарцисс, может, что-то, что добавляет ему, да, вот какой-то из тех времен, вот какой-то цветок, какие тогда были в моде. То ли роза тут, возможно, есть. Тогда были в моде нарциссы, ландыши, всякое такое. Ну, что-то из этого, что дает ему вот эту вот немножко ретро-нотку. Но я повторюсь, это у него звучание не ретро вообще. Вот нет такого, как бабкиного сундука. Вот там, когда я Реа Голд понюхала, вот там такой вот, там тоже такой красивый букет, он тоже классный аромат. Может, я еще его и куплю когда-то, но вот как-то вот мне из них двоих интереснее этот показался. Почему я его и выбрала, потому что он интереснее объективно, ну для меня, по крайней мере. Какая-то в нем вот это, наверное, фиалки, наверное, ирис, фиалки, вот то, что дает вот эту пудровость. Может, корень ириса, вот эти пудровые ноты в нем есть. В общем, роза, кокос, фиалки, пудра. И пудра такая очень плотная, очень такая обволакивающая. Уронила крышечку. Ну, что еще можно сказать? Ну, какой-то гурманики, но сейчас, конечно, производят более ароматы такие, которые, можно сказать, там вкусный, да, вкусненький. Этот нет, он, наверное, не особо так скажешь, что он вкусненький, потому что в нем больше, наверное, да, вот эта плотная пудра, вот косметический такой. Он не столь гурманский, хотя, конечно, что-то тоже в нем есть. По-моему, в нем есть амбра в базе. Амбра, бабы тонко, по-моему, вот это вот все. Я же говорю, я вот так вот четко не могу расчленить, но стараюсь, пытаюсь. Вот я уже наговорила на кучу времени, наверное, надо уже заканчивать. В общем, я еще его распробую, разнюхаю. Я не знаю, может быть, в скором времени сниму какое-то более свое уже объективное мнение, потому что сейчас это только первые впечатления. Потому что тогда, 20 лет назад, когда я его нюхала, конечно, ну что это, у нас сразу такое было к нему отторжение, что это не для нас, не для молодых. А сейчас, вот видите, пришло время, когда он кажется уже вполне уже таким достойным меня, или я достойна его, да, я, наверное, доросла до него скорее, конечно. Не он до меня, а, конечно, я до него, потому что, конечно, это, не знаю, шедевр или нет, но вот сейчас прям хочется сказать прям шедевр, прям такой. Это парфюмеры, у него, по-моему, два парфюмера, и, по-моему, не очень известные, ну, по крайней мере, вот у нас, в наших странах, да, вот те ароматы, которые популярны, не на слуху эти парфюмеры, скажем так. Может, где-то они в своих странах популярны. Но это кайф, конечно. Друзья, это прекрасный пудровый, цветочный аромат.
Все, на этом я закончу свое первое мнение, первое впечатление. Я вроде бы все сказала. Флакон такой интересной формы. Видите, такая крышечка тоже, да? Крышечка такая, как инь и янь, но с розовым и черным цветом. Хоть бы его не разбить, не раздавить. Но очень красивый. Не закрыла до конца. Но смотрите, какая вот кисточка. Форма флакона. Тут тоже такой он разделен, как на инь и янь. Все, всем